Снова я, снова квадроцикл и снова попытка уехать от всех проблем в лес. Ого, вот это скорость. Фуф, что-то я отвлекся. Так, продолжаю свой рассказ про лес. Итак, на старте все шло хорошо. Двигатель рычит, и я тоже рычу от восторга, конечно. Или от страха, пока непонятно. Первые 10 минут бодро. Лужи, грязь, ветер в лицо. А потом я понял, что лес — это не просто деревья. Это такая игровая карта с препятствиями, которые генерируются на ходу. Внезапно лужа. Я такой, ну что там может быть? А там, брат, была воронка от динозавра, по ощущениям. Вылез, отжал носки, продолжаю путь. Слева еж, справа белка, впереди олень, не в обиду туристу, а сзади я, который все еще не понимает, как я тут оказался. В какой-то момент я остановился, вырубил мотор, прислушался и понял: тишина. Абсолютная. Правда, я это в ролик не вставлял. Такое чувство, что даже комары офигели от моего визита. Минут через 10 решил, что пора домой, пока природа не решила меня оставить насовсем в виде пугала. Но все-таки скажу честно, это был кайф. Настоящий лесной кайф. Грязь в кроссовках, ветки в шлеме, но душа поет. Спасибо тебе, лес, я приеду еще. Только, может быть, уже с компасом или картой. А дальше я оставлю просто мои заезды по лесу, без лишних слов. Кому нравится мой формат видео, кликайте на палец вверх и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мои новые видосики.
этом мои покатушки по лесу закончились. Теперь надо приехать домой и хорошенечко отмыть квадроцикл. А может не мыть? Подпишись на мой канал и напиши мне в комментариях, как часто ты моешь свой квадроцикл.